Привет, друзья! Это кухня наизнанку. Вы давно просили меня поделиться рецептами из свеклы, поэтому сегодня покажу 7 своих любимых салатов со свеклой, из запеченной и с сырой. Ингредиенты самые простые и никаких сложностей в приготовлении. В общем, как всегда. У меня на канале есть видео, где я показала несколько способов, как я варю свеклу. Ссылочку оставлю в описании. Сегодня овощи я запекла в духовке. Вкус у запеченной свеклы гораздо богаче и насыщеннее, чем у отварной, и салаты с ней получаются еще вкуснее. Начну, как обычно, с самого любимого своего салатика. Совсем не традиционный, но очень вкусный и интересный винегрет. Такой салат частенько подаю в качестве закуски, и обычно он заканчивается одним из первых. Запеченную свеклу чищу и нарезаю соломкой. Выкладываю в миску, добавляю столовую ложку яблочного уксуса и столовую ложку дижонской горчицы. Хорошо перемешиваю и даю настояться минут 15-20. В это время нарезаю остальные овощи. Лук полукольцами, соленый огурец соломкой. Вкуснее такой салат именно с соленым огурчиком, но и маринованный тоже подойдет. Точно так же соломкой нарезаю морковь и отправляю ее к свекле. Сюда же огурец и лук. Заправляю салат оливковым маслом и перемешиваю. Дополнительно не солю, не хватает соли от огурца, но, конечно, можно и подсолить по вкусу. Все готово, можно подавать. Но такой салат вкуснее, когда постоит хотя бы 2 часа в холодильнике. Очень рекомендую попробовать. Второй салатик не менее вкусный. Очень приятное сочетание соленого и кисло-сладкого. Долго рассказывать, насколько необыкновенный вкус, я не буду, но попробовать стоит, особенно если вы любите селедку. Вначале готовлю заправку. Здесь мне снова нужна горчица, столовая ложка. Горчицу любую можно взять, но в зернах подходит больше всего. Теперь чайная ложка меда, 3-4 столовых ложки оливкового масла и столовая ложка лимонного сока. Все хорошо перемешиваю. Пусть заправка пока постоит. Займусь селедкой. Я ее заранее почистила и удалила все кости. Нарезаю на небольшие кубики. Теперь яблоко. Очищаю от кожицы и тоже нарезаю на примерно такие же кусочки. Яблоко всегда выбираю кислое и сочное. Выкладываю в миску селедку, нарезанную свеклу, яблоко и лук. Сюда же отправляю подготовленную заправку. И хорошенько все перемешиваю. Подавать можно сразу, но салат получается еще вкуснее, когда настоится. А теперь покажу несколько рецептов с сырой свеклой. Как-то вечером захотелось чего-нибудь перекусить, а в холодильнике только свежая свекла и морковь. Так и появился этот рецепт. Вкусный, полезный и самый доступный в любое время года салат. Морковь и свеклу хорошо мою и чищу. Теперь натираю на терке. Я использую терку для моркови по-корейски, но, конечно, можно на любой натереть. Мелко нарезаю укроп и чеснок. Отправляю к натертым овощам. Салат солю и заправляю маслом. У меня ароматное подсолнечное. Перемешиваю и сразу подаю. Можно посыпать салатик поджаренными кунжутными семечками. Тоже интересный вкус. А теперь салат, который нравится всем в нашей семье. Очень неожиданное, но очень вкусное сочетание ингредиентов. Этот салат с обжаренным мясом и свежими овощами. Мой сын назвал его мясо в овощах. Капусту нарезаю соломкой.
примерно 500 граммов. Обычно я это делаю ножом, но можно, конечно, воспользоваться специальной теркой. Натираю морковь. Снова использую терку для моркови по-корейски. На этой же терке натираю сырую свеклу. Выбираю, чтобы была сладкая и сочная. Складываю в миску капусту, морковь и свеклу. Солю и хорошо перемешиваю. Оставляю овощи так минут на 20. В это время подготовлю мясо. Я люблю этот салат с курицей, но мясо можно взять любое. Примерно 300 грамм куриного филе нарезаю соломкой, выкладываю на сковороду с разогретым маслом, солю, добавляю черный перец и обжариваю до готовности. Когда остынет, добавляю к овощам. Заправляю салат домашним майонезом. Как я готовлю дома майонез, смотрите по ссылочке в описании. Салат подаю сразу. Это действительно вкусно. Можно приготовить диетический вариант с отварным мясом и йогуртом. Особенно люблю такой салат с молодыми овощами. И еще один рецепт салата с сырой свеклой. Тоже очень необычный и вкусный. Эти ингредиенты получилось смешать совсем случайно. И мне понравилось. Пикантно, свежо и очень необычно. Для разнообразия овощи нарежу ножом. Вот такой соломкой. Корень хрена я хорошо вымыла и почистила. Натираю на мелкой терке. Соединяю в миске морковь, свеклу и хрен. Добавляю пол чайной ложечки сахара, соль и немного майонеза. Перемешиваю. Часто заправляю такой салат постным майонезом, который готовлю из жидкости от консервированного горошка. Получается еще вкуснее. Можно заправить такой салатик и сметаной, но тогда я бы добавила капельку уксуса или лимонного сока. А теперь рецепт, который я называю «на любой случай». Маринованная свекла. Она хороша и в качестве гарнира к любому мясу, и на закуску, и как добавка к салатам. Даже в борщ ее добавляю. Можно приготовить сразу побольше. Хранится в холодильнике около месяца, что тоже очень удобно. Пикантно, пряно, с приятной кислинкой. Для этого рецепта использую запеченную свеклу. Чищу ее и нарезаю брусочками не слишком мелко. Лук полукольцами. На 2 средних свеклы 1 большая луковица примерно. Теперь зерна кориандра, 1 чайная ложечка. Я их немного обжарила на сухой сковороде и половину зерен раздавила скалкой. Можно добавить молотый кориандр, если не любите в зернах. Сюда же немного красного острого перца и пол чайной ложечки сухого базилика. Конечно, приправы можно подобрать по вашему вкусу, но обязательный ингредиент – это горчица. Я добавляю ее 2 чайных ложки. Теперь 2-3 чайных ложечки яблочного или винного уксуса и оливковое масло, пару столовых ложек. Солю и перемешиваю, чтобы специи хорошо распределились. Ставлю в холодильник и даю настояться хотя бы 2-3 часа. Но чем дольше стоит, тем интереснее на вкус. Свекла получается слегка хрустящая, остренькая и очень вкусная. И лук здесь тоже очень хорош. Гармоничный, вкусный и полезный салатик, который замечательно разнообразит постное меню. Как же я люблю эту свеклу. Да, ну пробуй. И с лучком. Да что ж такое? Супер, как всегда. И еще один салат с запеченной или отварной свеклой и свежими овощами. Я называю этот салат настроение. Можно хоть каждый день готовить, не надоедает. Капусту нарезаю соломкой, солю и разминаю руками, чтобы пустила сок. Перец нарезаю на небольшие кубики.
Точно так же свежий помидор. И лук. Добавляю к капусте и натираю на крупной терке отварную или запеченную свеклу. Поливаю лимонным соком и растительным маслом. У меня ароматное подсолнечное, но можно и оливковым заправить, если любите. Вот такой яркий и красивый салатик получается. Попробуйте приготовить. Как всегда, жду ваши отзывы. Все рецепты под видео в описании. Ставьте лайк и делитесь этим видео с друзьями. Присылайте свои фото в нашу группу ВКонтакте. И, конечно, если вы еще не подписаны на мой канал, сделайте это сейчас. Впереди еще много всего интересного.